Вас приветствует Инартист. Умеете ли вы рисовать? Да? Нет? Да, в общем-то, не важно. С чего вообще начать, если вы полный ноль и ваши навыки ограничены рисованием осов в гача-лайфе или маранием полей в тетрадках? Как сделать так, чтобы ваши помулевки в пейнте превратились в шедевры современной классики? Никак. А сегодня расскажем про перспективу. Что вообще такое перспектива значит? Перспектива — это изображение объектов в пространстве. Только всего. То есть, когда вы рисуете персонажа в одной двумерной плоскости, то его пространство — это тюрьма двух измерений, где его бренная форма размазана вселенским катком в слой толщиной в сингулярность. Перспективы и перспектив у него нет. Когда же вы добавляете туда перспективу, соответственно и симуляцию третьего измерения, то персонаж или какой-либо еще объект становится немного реальным. В общем-то, перспектива — это то, что отличает детские каляки от каляк настоящих потных мужиков. Как же делается перспектива? Если вы гений, или уже смешарик-профессионал, или полный идиот вроде меня, то на глаз. Однако, если у вас есть зачатки адекватности, то с помощью точек схода. А что такое точки схода? Это, точки, к которым все сходится. Собственно, рисуем линию горизонта. По желанию, ради динамичности ее можно завалить. Затем ставим куда-нибудь точку, желательно на отдельный слой, чтобы случайно ее не уничтожить. Гайд, кстати, для диджитал-художников традиционным соболезнованием. Я рисую в SAI 2, теперь можете соболезновать уже мне. Рисуем линию. Ого. Рисуем квадрат или прямоугольник, неважно. И вот ответственный момент. От углов ведем к точке схода линии. Если вы академист, то вручную. Если хотите взбесить академистов, то линейкой. Затем проводим линии, которыми мы отрезаем размеры нашей новоиспеченной фигуры. Повторяем 6000 раз, пока не освоимся с разными формами. Это, кстати, одна точка схода, а в большинстве случаев используется две. Бывает и 3, и 4, и 5, если вы отбитый. С двумя все то же самое. Делаем точки, делаем линию, доводим до точек, отрезаем, бинго. 3 и более по аналогии. Просто увеличивается количество линий, на которые будет опираться форма. Однако тем интереснее она будет становиться. И нахуй, извините, зачем все это нужно? Я чё, города рисовать буду? Интерьеры, дома, пачки от сока. Я хочу персонаж делать, людишки так все, что-то, Спокойно, все под контролем. Следите за руками. Делаем параллелепипед. Делим его на 4 сегмента. Башка и грудь, тело, бедра, икры. И суем в эту коробку обломки частей человеческого тела при помощи построения. Про это надо будет снять отдельный ролик. И вот у вас уже есть запертый в ящике узник, находящийся под каким-то углом. Дорисуйте окружение, всякие там детальки, и у вас уже готова концепция для охрененно крутого арта. Точки схода, кстати, можно ставить за пределами реальности, расширив холст, отчертив от них линии, а потом просто вернув холст в исходное положение. Что еще важнее, так это то, что в SAI, да еще и в многих других программах есть инструмент перспективы, который всю эту хрень делает за тебя. Главное самому определиться, куда и какие линии рисовать, и где точки расположить. И, собственно, разобраться в нем, потому что, страшно. На этом, в общем-то, все. Теперь вы знаете, что такое перспектива и как ей пользоваться. Осталось идти и практиковаться. Ставьте лайки, наносите ракетный удар по кнопке подписаться, заложите все 4 под колокольчик и напишите в комментариях, как сильно вы хотите видео об анатомии, построении, рендере или о чем-либо еще, что вы хотели бы увидеть быстро и доходчиво объясненным. С вами был Инартист. Пока-пока-пока-пока.